Можу куди? Не, не красиво. Може, хватить цим. А це лампа, да? Слухай, наверное, хай закривають було. Закривають та під'їжджають. Та під'їжджають всі. А на курсу, на прицеп. Все, давайте. Где-то? 47, 52, 55, 55 чоловік, раз, два, вернеться, значить 50 чоловік. Ой, Боже. Ой, в мене ж вона дочечкою була і всі була. Ну, тебе забере, ну построїш, заберете. А я ж поставить вона сиротинкою, що я та ж мамка приїду на старенька. То нас буде проводити, то їх проводимо. Уважаемые коллеги, товарищи, дамы и господа, прошло 2 года со дня трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции. Но до сих пор не утихает боль пережитого нашим народом, до сих пор многих волнует вопрос: каковы последствия этой аварии для нашей страны и в первую очередь для здоровья нынешнего и будущего поколений? Со всей определенностью надо сказать, что если сегодня мы уверенно говорим, что авария на Чернобыльской АЭС не отразилась на состоянии здоровья населения, то в этом немалая заслуга самоотверженного труда медицинских работников. И вообще Минздрав с нами поступил отвратительно, я скажу даже преступно. Они давали все-таки клятву Гиппократу, но нам кажется, что они давали клятву черту и не более. 29 апреля мне доставили после аварии на Институт радиологии города Киева в очень тяжелом состоянии. У меня шла кровь из ануса, из горла, отстали десны от зубов. Температура 39 градусов. Навещал меня бывший министр здравоохранения СССР Буренков, навещал министр УССР здравоохранения Романенко, гладили, успокаивали, все анализы скрывали, хромосомы не стали брать и говорят, кто будет много выступать, мы возьмем эти хромосомы и будем гнать как симулянтов. Но когда началась выписка, приехал такой Воробьев и сказал занизить все диагнозы на порядок, на 2. У меня получается лучевая травма, дают мне эту выписку. Когда мне выписывают, бюллетень дают, лучевое воздействие. Сейчас у меня более 20 диагнозов. Постоянно теряю сознание, вестибулярная дисфункция, ВСД, температуры, потливость, сонливость.
Давление падает 90 на 60, то поднимается 220 на 110. Написал я письмо Горбачеву, которому говорю: вы же 80 тысяч писем прочитали от американцев. Неужели вы не можете прочитать 5-6 писем с Чернобыльской АЭС работников станции? Никаких после этого ответов я не получил. Никаких действий от нашего правительства и власти не было. Мы остаемся за бортом. Социальная жизнь. Социальная жизнь у нас полностью нарушена. Вначале скрывали признаки лучевой болезни, затем последствия, допустим, всего это. Это касается тех людей, кто привлекался по линии военных комиссариатов для участия в ликвидации аварии. Но мы ведь прекрасно понимаем, что это не выдумка полковника Бакшутова, работника Министерства обороны. Это, будем говорить, линия, которую ведет наш Минздрав. Это одно из направлений. И следующий пункт. При составлении свидетельств о болезни лиц, ранее привлекаемых к работе на ЧАЭС и не перенесших ОЛБ, в пункте 10 не отражать факт привлечения указанных работников и суммарную дозу их облучения. То есть, вот сегодня, будем говорить, 5-й год перестройки. Прошел съезд, допустим, депутатов, сейчас идет, допустим, сессия. У нас опять все заканчивается декларациями. Отношение к людям идет по служебной линии, вот такими указаниями, так. И то есть то, что будет происходить, допустим, с людьми, а получается так, что мрачные прогнозы Гейла, они более близки, допустим, к истине, чем розовые, значит, мечты Чазова, Романенко и ихних служб. Передо мной список работников Чернобыльской АЭС, умерших как в результате аварии, так и после аварии. Всего с 1986 года этот трагический список сейчас имеет уже 65 человек. Если мы посмотрим на диагнозы, в результате которых люди скончались, то мы увидим, что в основном это рак и болезни сердца. Сразу же после аварии прошел приказ устанавливать людям с пораженным здоровьем диагноз вегетососудистая дистония. Потом пришло разъяснение, что вегетососудистая дистония – это практически здоровый человек. Если вы поговорите с конкретными людьми, с больными, они скажут, что скрывается за этим сочетанием слов. Если не будут сняты вот эти вот навороченные одно на другое слова, скрывающие истину по медицинским аспектам, то люди будут по-прежнему умирать, а их семьи не будут чувствовать себя защищенными, и каждый из нас будет задавать себе вопрос, кто следующий в этом трагическом списке. Вы знаете, вот возникает вопрос, если нам 500 миллиарда в год вкладывать в зону, это позволительно, то неужели израсходовать 10 миллионов на обеспечение, как говорится, социальной защищенности ребят, прошедшие через все круги ада, это дорого, то тогда мы вообще непонятно, какой строй построили. Я полагаю, сегодня аудитория может выразить благодарность клиницистам за их блестящие доклады, а главным образом за ту работу, которую они проделали. Они это четко показали. Я вот как гигиенист, так сказать, немножечко завидую, что у клиницистов вроде как бы эффективность работы значительно лучше можно ценить. Так что клиницисты четко знают, сколько они человек спасли. Сейчас диагноз поставлен, что главное, на что мы должны сосредоточить внимание, на предупреждение, на ликвидацию, может быть, радиофобии. То есть на необоснованных, раздутых чрезмерно страхов перед опасностью радиации. Мы четко знаем и записали это, что если доза будет меньше 50 РЭМ на любой орган, за исключением хрусталика, то, вообще говоря, никаких поражений ожидать не следует. Что это означает? И это означает совершенно определенно. Я вот выхожу с этой конференции, в общем-то, оптимистом. Никаких поражений, как докладывал нам здесь товарищ Сергеев и другие докладчики, никаких поражений индивидуальных больше мы не вправе ожидать. Их, собственно говоря, и нет. Как вы можете снять вот эти очень оптимистические прогнозы со стороны официальной медицины? Оптимизм этот объясняется тем, что наши лидеры медицины имели социальный заказ.
социальный заказ ведомств о том, что необходимо занизить и дозы облучения наши, занизить наше состояние, и психическое состояние, и физическое состояние, с тем, чтобы меньше оказывать нам помощь. Всем буквально, жителям этой зоны, трагически, так сказать, пострадавшим. А вы как думаете, Татьяна Васильевна, в чем тут дело? Ну, может быть, в отношении Ильина и людей, специально занимающихся проблемами радиационного поражения, это действительно так. А в отношении людей медицины, ну, в общем-то, общего профиля. Дело в том, что мы тоже работали в зоне, и нам официально никаких данных никогда в отношении доз гамма-излучения, загрязненности частицами никто никогда не давал. То есть скрывалось и от врачей, которые работали в зоне. Скажите, а какой смысл в сокрытии таких данных? Я, например, до сих пор понять не могу. Смысл сокрытия этого? Ну, вообще-то это подлость. Ведь пока мы вот это говорим, снимаем, пока мы пробиваем, мы уже 3 года упустили. Сколько уже родилось детей, сколько их поражено, сколько их заболело. И опять мы будем это все говорить. И все без того. Скажіть, будь ласка, звідки ви? З якого району? Лугинський район, село Остапи. А ви звідки? Лугинський район, село Остапи. Остапи. Що вас сюди привело? Нас привело сюди те, що наші діти тут знаходяться на лікуванні. Значить, від того, що всі говорять нам, що в нас дуже низькі рівні радіації, але діти наші приїхали сюди. І сьогодні при розмові з лікарем, наприклад, у моєї дитини виявилось те, що зміни в крові спостерігаються, лімфовузли збільшені по всіх категоріях, так мені відповіла врач. Значить, коли випишуть, невідомо, що не сказано. Аналіз крові береться, вчора взяли вже 3-й раз з вени кров у дитини, і от обслідують. Значить, сказала, що не виключений факт того, що може бути в дитини анемія. Оце нас привело. Моєї дитини цезію 0,57. Гіперплазія щитовидної залози і язва 12-перстної кишки, поражений шлунок і вся 12-перстна кишка. Вот до 86-го года одно положение вещей, после 86-го года другое положение вещей. Вы как врач наблюдаете эту картину или нет? По-моему, сдвиги есть. Но как-то чаще стало все это наблюдаться у нас заболевания. Дольше случаи каждый протекает. Часто простая инфекция вирусная осложняется какими-то другими сопутствующими. Ну и, конечно, анализы. Анализы. Есть изменения в анализах. Каких? Крови, я имею в виду крови. Ну, здесь вот цифры, указывающие, что в 87 году и в 88 году имеется различие в сторону увеличения все. Анемия, лейкопения и прочее все. Значительное различие? Или ну, смотрите, 2000. Мой ребенок до 86-го года нормально видел, а теперь у него на 50% зрения упало. Еще есть такие случаи? Есть много у нас медработников, есть детей, снижено зрение. Говорится, 2 детей родилось без ануса во время вот это самое. Теперь лысые, говорят, вот лысые, 8 детей лысых родилось совершенно. Башак, я знаю, что у него облысение. Потом, по-моему, в грязи девочка лежала у нас. Сколько им лет? Ему где-то около 3. Нам по секрету сказал санитарный врач наш, пришла бумага из области отменить нормирование по гамма-фону. Ну, я не знаю, в связи с чем полный, по-моему, абсурд. В 1986 году на 10 мая было здесь 10 миллирентген. Ну, а после того, как дали заключение, что здесь в Брагне можно проживать, все, здесь стало, людям же надо квартиры получать, стала интенсивная застройка этого микрорайона. Вот уже после взрыва ввели в эксплуатацию 5 домов. Здесь молодые семьи живут, у всех много детей, и все детки здесь гуляют. На первых этажах или полностью во всех домах? Во всех домах, кроме вот этого дома, который вот напротив нас, 1-й этаж, здесь выселены, потому что люди добивались сами. Они как-то один случайно, проживая на 1-м этаже, сделал замеры в своем доме, в своей квартире, получились большие. А люди сняли эту самую обои полностью, штукатурку ободрали, и все равно.
Я хотів би, щоб ви дали загальну оцінку моральній позиції Міністерства охорони здоров'я, яке 3 роки не вважало за можливе казати правду народу про ту небезпеку, яка з'явилася у зв'язку з аварією. Почему же все время вот здесь звучит референдум, что вот 3 года у вас не было гласности? Но я хочу же вам сказать, журналисты-то, вот, которые здесь присутствуют, а вы-то, вот, скажем, 3 года тому назад, почему вот вы только сейчас такие храбрые стали? Тоже получили гласность, правда ведь? А мы чуть позже вас. Нет, не говорите так, прочитайте 5-летней, 10-летней давностью. Ведь то мы все не из одной, как говорится, страны. Это сейчас вот Юрий Николаевич просто герой народный. А мы еще пока что сидим, попозже вас войдем в это. Ну что делать? Нам открывает вот эти, как говорится, ворота. Позже вас. Ну что делать? Но как только у нас появляется малейшее окошечко для вот этого, мы немедленно в это окошечко пролазим, даже до того, как нам еще выдали пропуск. Понимаете? Я вам должен сказать, что в 1986 году, вот вы упрекаете меня, мы подготовили по городу Киеву не только карту, но для телевидения. И если мы уже утверждаем, что это безопасно, так чего скрывать-то, правда? Вот если опасно, тогда еще есть смысл скрывать. Здесь на каждой ноге, значит, по 2 отдельных отростка ноги. Да, понимаете, как очень много. Сколько вы лет уже в ветеринарии? 15 лет. Вот за 15 лет раньше такого вы не... Нет, один случай был. Такого у меня не было. В прошлом году 80 поросят с аномалией. У меня еще вопрос такой, ответьте, пожалуйста. Почему вот у селах, где люди остались жить, скот с милиции забрали и увезли, а люди остались жить? Ветеринарник отвечает на этот вопрос. Посмотрите, у поросят имеется повышенное количество уродов, а детей сейчас уродством не рождается. Вот вам рано. Это нехорошо. Я думаю, вот о чем. Нет, я думаю таким образом. Давайте я вам скажу. Еще один вопрос. Вот вы говорите, скот вивезли, да? Людей оставили. А людей оставили на експеримент. Це ми добре знаємо, це все, і понімаємо, і ви, і я, що це воно недобре, оце все. Почему діти наші держать до сих пор тут? Почему? Я роблю дояркою. Молоко наше непридатне. М'ясо наше нікуди не придатне. Може наше молоко йде кудись і воно вертається нашим дітям у пакетах і в цих же бутилках, що ми беремо. І до чого наші діти доходять? О, за це треба подумати, за ці свині не треба думати. І не треба їх їхати дивитися. Треба подумати за людей. Нам надо, чтобы вы, ученые, сказали людям, или жить, или не жить тут. Вот это мы ждем. Нельзя так дальше тянуть, потому что будут искать виновных. А кого? Местные власти. И мы говорим, если выселить местные власти, ну что мы местные власти, мы будем давно уже это делаем. Если мне врач говорит, что ты своего ребенка вывези, потому что щитовидное увеличение, я не могу, потому что я в райкоме партии работаю. Я не уеду, пока люди не уедут. Если тут 1 миллирентген
в час, значит, умножить на 8 тысяч часов в году, и умножить еще на 3,4, выходит на 20 рентген в год. БЭР. Действительно. Это надо выселяться. Надо выселяться без никаких. Если это так, то это же выше предельно допустимый Это выше предельно допустимый доз. После вас еще комиссия приедет, то же самое будет говорить. Но решение конкретно никто не возьмет на себя принимать. Вы знаете, тут мы должны откровенно с вами разговаривать. Разве это люди. Дело, вы вдумайтесь, вот что вы говорите. Разве дело только в Чернобыле? У нас разве других, понимаете ли, другого безобразия в стране нет? Только что прошел все. Так это отражение в общей ситуации в стране. Это безобразие, больше которого деваться некуда, понимаете? Если после взрыва могли, понимаете, демонстрацию устраивать и детей водить по Припяти, ну о чем вы вообще говорите? Значит, эту сторону дела и обсуждать не нужно. Это и есть государственное преступление, за которое еще пока никто не ответил. Товарищи, мы же не можем решить все вопросы, вы поймите. Не можем решить. Мы тут будем 10 дней говорить не решить. Чтоб 12 сел переселить, все приостановить в области. Можем мы это сделать? Так нельзя, товарищи, подходить. Поэтому приехала комиссия на уровне заместителя председателя Совета Министров и все лучшие силы, самые активные силы страны, чтобы сегодня разобраться. Как же пробить эту брешь мы можем здесь, когда на съезде народных депутатов в Москве наше правительство Украины в лице Шевченко и Масова даже не обмолвились о той радиационной обстановке, о тех несчастьях, которые мы с вами переживаем. Когда в Чернобыле случилась авария, то Василий Михайлович был в отъезде. Так вот, мне объяснили здесь же, в ваших народищах, что месяц, пока не было Василия Михайловича в Житомире, никто не мог взять на себя ответственность, чтобы вывести народических детей в безопасную зону, понимаете? И целый месяц народические дети глотали пыль, купались, ходили в лес по грибы и ели эти грибы и эти радиоактивные овощи и фрукты. Так кто ж конкретно ответит за это? Товарищи, значит, действительно, что в период аварии я не был в области. Я приехал через 12 дней. Раньше не мог приехать по причине того, что не мог организовать транспорт. Когда я приехал в область, я сразу приехал в районы, которые пострадали. Потом, товарищи, в области не я один. Товарищ Ярошинска направила все стрелы на меня. Есть и другие товарищи. Я мати. У мене 4 дітей. У народичах мене знають всі, від малого до великого. За 3 роки я не покинула народич ще не на 1 день. Але дітей в цьому році вивезла свою дочку. У дитини в старшої катаракта ока. У другої дочки середньої Лариси 18 років, буква Г. У меншого сина, якого 16 років я ждала, буква Г. Що мені матері ждати? Важко, люди, хоронити людину близьку й дорогу. Дуже важко нам похоронити ці 12 сіл. Дуже важко село похоронити, щоб не було його й назви.
Но хоронити вас усіх ще важче. Що нас жде? Я в п'ятницю поробила в полі, поробила в городі. У суботу я не могла торкнутися до свого тіла, в мене все боліло. Я єле доходжу до кроваті. Рід мій довгоживучий. Баба моя прожила 95 років, прадід 110 років. Я не хотіла їм уступити, але я до пенсії вже не доживу. Я єлі виходжу на другий поверх хімкабінету, де я працюю лаборантом. Я за 3 роки переживала стільки літератури. Я вже стала вчена сама по цьому всьому. Я знаю, що таке стронцій 90. Я знаю, що таке цезій 137. Я знаю, що таке плутоній. Чому ви мовчите? Я не хочу 30 рублей. Я не хочу 25%. То вони люди! Вивезіть мене в чисту землю. Я боюся. Я думаю, може ви вчені є. Щось ви думаєте, чи якого магніта, чи якого ще препарата, що ви оце все виберете, що його не буде. Дайте мені руками їм роботу. Я не можу без роботи, ви всі мене знаєте. Ви всі люди мене знаєте, що я одного дня на лавці не посиділа. Я роблю всі дні, мені дай землю. Землю дай мені моїм рукам, я не можу без землі. Я вмираю.